Летчики готовы? Готовы. Механики? Готовы? Все, грузимся. Сегодня ждет нас очень интересный и знаковый день. Сегодня мы поймем таки, будет ли он лететь на водороде, хватит ли ему мощи. Какой же он все-таки легкий, без аккумуляторов. Можно вот так вот на вытянутой руке держать. Сегодня испытаем самолет по полной программе. Бата заряжена. Сделал складной винт. Ну, кто давно на канале, те видели уже. Есть отдельная серия по этому поводу. Сделал стойку шасси новую, обтекаемую, легкую. С новым нормальным колесиком. Чтобы вас порадовать, друзья, сделал дальнобойную систему радиосвязи. Имеем два таких вот небольших девайса. Этот ставится на самолет, пока что он открытого типа. Да-да-да, будет повышенное аэродинамическое сопротивление, но в масштабах огромного самолета оно все-таки не такое уж и большое. И сделал ретранслятор. Вот, приемная антенна, а это передающая на очки уже. Это должно стоять на земле на стоечке. Есть батарейка, вот так оно, оп, включается, запускается. Здесь подключается к бортовой сети. Надеюсь, никаких дополнительных помех не будет. Здравствуйте, друзья! Мы приехали в очередной раз на наш любимый гостеприимный аэродром Пешково. И будем стартовать, делать второй раз государственные испытания вот этому самолету-долголету. Сегодня мы испытаем вот эти анимешные ушки. При выключении двигателя самолет будет обладать малым аэродинамическим сопротивлением, потому что винт в таком положении и раскрученный еще к тому же, он создает сопротивление как целый вот такой круг. Установил дополнительный прибор, ваттметр, и мы в течение полета на разных режимах будем видеть, сколько кушает двигатель. Это, конечно, самая наиглавнейшая цель, чтобы было маленькое энергопотребление. Напомню, топливная ячейка, которая у нас имеется, она имеет 200 ватт мощность всего лишь. Две огромных белых полосы будут помогать идентифицировать самолет в небе. Потому что прошлые запуски было вообще непонятно, куда наклонено крыло, куда он имеет крен и вообще в какую сторону поворачивает. Да, я мозгом понимаю куда, но визуально как будто бы он это все делает наоборот. Дальнобойная система видеосвязи плюс установлен GPS, с помощью которого мы будем контролировать скорость полета. Сегодня, в принципе, ветер небольшой, и можно будет довольно-таки точно отъюстировать самолет. То есть, как раз-таки ориентируясь по ваттметру, мы будем понимать, лучше становится или хуже. Очень плотно надо будет разобраться с центровкой. Для этого сделаны анимешные ушки вот эти вот. Наш складной винт. А по поводу того, будет ли он сам складываться или нет, я не стал проверять. Я решил сразу сделать надежно. Потому что, смотрите, достаточно небольших оборотов, и он уже раскладывается. И еще, кстати, вспомнил интересное. Я тут поднастроил элерончики. Это сейчас на запуске покажу. В общем, вверх элерон отклоняется сильнее, чем вниз. Это будет способствовать поворачиваемости самолета. То есть должно, по идее, более легкое стать управление. И еще замикшировал на руль направления. То есть еще немножко руль направления при попытке создать крен тоже будет создавать вращающий момент внутрь поворота, так сказать. Ветер почти по полосе, да? Нет, поперек опять. Опять поперек. Ну, ветер переменчивый, он сегодня не шибко большой. Вот сейчас он где-то 45 градусов к полосе. Опять невыгодный ветер. Все равно прыгает почему-то чуть-чуть. Ну, колесо идеально ровное, ребят, новое. Оп. Делай связь. Чего себе. Разошелся. Вверх начала его тащить. На полном газу иду. Тянет вверх его. Видно, центровочка там не самая лучшая, ребятки. Вниз ему даю, а он вниз не особо-то и летит. Разгоняется? Да, 90. А ну-ка выключим, если.
Как оно? Как-то сам летит вообще. он. Ты вообще без двигателя? Да. Так, включаем двигатель. Все равно вверх вот его этот двигатель тянет, хоть что ты с ним делай. Я уже выкос обалдеть как там сделал. Все равно тянет его. Вниз не хочет лететь. Надо, похоже, ребятки, чуть-чуть центровочку добавить ему веса, да? Он, видишь, скорость набирает, начинает разгоняться. Что-то там не то, или установка крыла, или еще что-то. Он как боком он летит. Да? Класс, было видно, как винтик прям запустился в полете. Ага. Попробую в эту сторону разворот, может будет как-то оно интереснее. Угу. Вообще непонятно, вот сейчас было, я его разворачивал. Все время страшно, как будто он в обратную сторону летит. Из-за этого не видно, солнце светит против солнца. Ну вот ровно он летит или нет? Виталий. Да вроде ровно, я ж не знаю, ты ручками там двигаешь. Так я вот, когда тебе спрашиваю, я его просто бросаю, все. Типа как он там сам летит, понять. Бывально ровно. Попробуем посадочку сделать. Не, на второй круг. Да, круто, конечно. Да, вот так, друзья, непонятно вообще, то ли центровка сильно задняя, то ли как-то с выкосом что-то не то. Планирует отлично, вот, но не особо быстро. Ну, в общем, получается второй вариант, и самолет полетел быстрее. То есть добавили грузик всего лишь 300 грамм в нос. Сейчас у нас третий будет, друзья, вариант. Поставили шайбы под крыло. То есть теперь угол установки крыла выше. По идее, чтобы скорость была больше, надо уменьшать угол установки крыла. Но фиг его знает, как оно здесь работает. Может быть, он наклоняет фюзеляж вверх, чтобы поддерживать подъемную силу на крыле. А фюзеляж начинает тормозить самолет. Поэтому мы сначала подняли крыло вверх. Вот, попробуем, как он себя поведет. По-любому более-менее нормально все будет, не фатально. А потом попробуем сзади подложить шайбы. 3-миллиметровые шайбы у нас. Вот сюда. И уменьшить угол установки крыла. И посмотрим, какая будет скорость и какое энергопотребление. Вот так. Все, я включил. Так, в ту сторону помнишь наклонять его? Прыгнул. Вверх задирает как-то нос. Вверх задирает? Сильнее такое чувство. Ты не планировал еще? Пока еще нет. Сейчас разгонюсь, дядька. Смотри. Видал? Да, разгоняется. О! Сейчас, погоди.
Олежка, смотри, как летит. Нет, сейчас совсем по-другому, да, как пригрузили? Ага. Там что-то проскочило. Ну бричка прикольная. Блин, получилось, ё-моё. Вот так. В общем, приходится набираться опыта. Попробовали 3 разных варианта. Средний угол, малый угол и побольше. Очень странно. На малом угле вроде бы чуть-чуть больше разогнались, на большом тоже. На среднем, может, мы просто не хотели разогнаться, поэтому особо не разогнались. Вот, как-то он на пердящем пару как-то летит. Ну, по сути, 120 это его максимальная скорость для такого винта должна быть. То есть он ее развивает опять же. Тяги ему хватает опять. Взлетает гораздо хуже с малым углом, еле взлетел. Если бы он не подпрыгнул на кочке, то не взлетел бы. Последние 2 раза планерчик плохо взлетал. Оказалось, что колесо расплющилось и заклинивает вот там, вот плохо катится. А я думал, уже что-то не в порядке с нашими настройками. Но нет, оказалось, дело в этом. Складной пропеллер с повышенным шагом помог поднастроить немножечко самолет. Теперь он уже летает больше 110 км в час. Ну, правда, по ветру. Ну и средняя скорость тоже повысилась, естественно. Потому что минималка тоже выросла. Приду домой и проанализирую показания с камеры, которая снимала показания с ваттметра. Вы-то уже все видели, но я еще не видел пока данных. И сделаю еще одно небольшое резюме. Ну, а так, с аэродрома мы уезжаем. На этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока. До новых встреч. Что это там такое? Итак, продолжаем. Выяснилось, что мы в погоне за рекордами не испытали самое главное. А именно то, будет ли он лететь на маленькой мощности, на маленьких скоростях. В общем, перенастроил я аппаратуру. И теперь у нас где-то на 30 и на 60% мощность падает, если буду переключать тумблером. Как вы могли заметить, минимальная мощность полета была около 400 Вт. Это при том, что я давал газ на всю. Вот, абсолютно на всю давал. И мощность была на старте 900 Вт, а когда он разгоняется, мощность падала до 400. Сейчас у нас будет 3 градации на старте. 900 Вт. Это вот так. Потом я буду переключать на 680 Вт. Вот я уже переключил. И на 460 Вт. Вот как-то так. И мы посмотрим, что будет показывать наш ваттметр. Все. Можно стартовать, летать, опять продолжать. Короче, самое главное не сделали. Ради чего создавался самолет. Вот на чем надо рекорды скорости бить. Офигеть просто. Может, все-таки Взлетели с большим трудом. Все, летим. Сам самолет летит куда-то.
на пониженной мощности. Уже давным-давно он на пониженной у нас. Вот пробую развернуть. Разворачиваю чисто рулем направления, без элерончиков. Надо чуть-чуть его поднять. Вот он сам летит абсолютно. Вообще бросил, сам. все. Все вообще. Вот, Отлично смотри, летит. Вот, Отлично. Скорость 80. по ветру, да? Держит, да, 80. Все, летит теперь сюда на нас. Без всяких проблем. Вот, все летит. Не знаю, какая сейчас мощность, ну, скорее всего, ватт 300 потребляет. Само летит. Уже несколько минут. Так, даем по поля. Там что-то стрёмно. Вот его еще чуть-чуть вверх оттримировать, я думаю, чтобы он с набором при этом шел, да, Виталий? Попробовать при низкой мощи.
Не снимал, Наверное, я можешь снимал забрать. вас. Глянь, как круто получается. Хорошо летит, да? Да. На. И вот очень плавные повороты с Мгм. небольшой подтяжкой, буквально там 2-3 миллиметра. И он останется на той высоте, на которой ты летел. Только единственное, не залетает на той. Вот там получается. Пока они там. Куда он ушел? На юг ушел. Давай, как раз успеешь круг и посадить СПХ на втором развороте. Нормально, не спеши, спокойно. А он летучий какой-то стал. Это круто. Очень пец, блин. Нормально идем, нормально посадим. Отлично. Отлично. В общем, долго мы его мариновали, долго настраивали. Сейчас вообще ветра нет и удается летать на минимальной мощности. Ну, вы видели, какая потребляемая мощность была, как долго это длилось. Это было круто, конечно. Вот таких вот, можно сказать, две части получилось, друзья. Ну, в первой части мы били рекорды скорости. Но удалось добиться и равномерного, очень плавного, долгого полета на минимальной мощности. И планирует он классно. Да все классно. По итогу выкос увеличен еще, то есть на сантиметр теперь. Вот так винт стоит сильнее под углом. Подкладки мы... Одну подкладку мы убрали с-под крыла. На тонких подкладках он сейчас летит. То есть угол установки крыла уменьшили почти до заводского прежнего значения, то есть с того, с чего начинали. Здесь мы оторвали, потому что выкос, меняли аэродинамику. Но если ее добавить, естественно, все будет лучше. Все, теперь окончательно все. Следующий видос уже будет точно на водородной тяге. Всем пока, до новых встреч. Надеюсь, в этом году будет. Надеюсь, успеем. Погоды сейчас, конечно, роскошные стоят. Мы на аэродроме с утра до ночи тут. Тут уже опять садится солнышко. Ну а что делать? Все летаем, короче говоря. Все. На роскоши даже летаем. Все, всем пока. До новых встреч.